Почему люди не видят пропаганду в очевидном? Когда кто-то рассуждает о пропаганде как о чем-то очевидном, будто бы само его отношение к социальным процессам не является результатом воздействия этой пропаганды. Вообще люди говорят о пропаганде тогда, когда предполагают под ней некое намеренное влияние на них, основанное на манипуляциях, меняющих их отношение к происходящему в социуме. Будь то само их текущее отношение к происходящему не является следствием воздействия пропаганды. То есть, говоря о пропаганде, они исключают, что само их текущее отношение к происходящему является следствием воздействия пропаганды. Но когда мы говорим о пропаганде, очевидно, что мы подразумеваем некий единственный результат действия пропаганды, как с точки зрения ее генератора, так и с точки зрения обывателя, которому она адресована. Давайте обсудим пример пропаганды, условной пропаганды вредных веществ. Допустим, владелец завода, производящего алкоголь, заказывает рекламу своей продукции на телевидении. С позиции его намерений результатом его пропаганды должно стать увеличение количества потребителей его продукции, и его мало волнует, какой человек будет употреблять эту продукцию. Больной, здоровый, взрослый, старый, молодой. Для противоположной же стороны алкогольной индустрии, то есть потребителя-алкоголика, существует желаемый эффект от алкоголя, то есть изменение состояния своего сознания. Алкоголик не думает ни о какой пропаганде, потому что ему нужен эффект отключения от реальности, достигнуть которого ему позволяет алкоголь. Такой человек в принципе не может рассуждать ни о какой пропаганде, потому что он не владеет собой и существует только с желанием изменить состояние своего сознания при помощи алкоголя. И ради его употребления он готов сделать все, что угодно. Этот пример показывает, что цель генератора пропаганды и то, как рассуждает о пропаганде человек, на которого она действительно имеет влияние, не совпадают, потому что любая пропаганда преследует абсолютно прагматическую цель, но не завладение, но отнюдь не цель завладения сознанием бедного обывателя как таковым. Потому что цель пропаганды — это всегда получение ресурсов, а влияние на сознание обывателя — это всего лишь прием для реализации цели получения ресурсов. Но в обывательском представлении пропаганда выглядит как нечто очевидное, что он может якобы распознать, хотя само его представление и сформирована пропагандой, без которой он не может жить, так как только она дает ему ориентиры в жизни, которые ему понятны, несмотря на то, что базовые тезисы противоречат материальной реальности обывателя, естественно. Но мне кажется довольно странным тот факт, что люди не видят пропаганду в очевидном, в том, что является их якобы собственным отношением к происходящему. Допустим, понятие брака, армии, семьи, государства — это то, что закладывается в голову человека с малых лет, что в последующем для него становится, как он это воспринимает, якобы собственной системой ориентиров. И человеку свойственно придавать значение тому, что из средств массовой информации ему преподносится как значимое, но не производимое актом в его мышлении, когда он выводит мысль, сопоставляя информацию из различных источников. Изменение отношения к предмету как инструмент пропаганды. Пропаганда начинается с изменения текущего отношения человека к какому-либо предмету, или предмет сначала создается пропагандой в виде проблемы для человека и затем предлагается ее решение. Такой принцип хорошо проявляется в идее врага, то есть пропаганда всегда указывает на некую условную группу людей, как на причину бед жителей некой другой условной страны. И все вот эти войны в мире, они наглядно демонстрируют этот принцип как нельзя лучше. И пропаганда
становится для масс повседневностью. На самом деле представители масс не могут не могут не жить пропагандой, потому что им нужен упрощенный взгляд на реальность, в которой о них будет заботиться некий правитель, авторитет, который никогда не ошибается. Ну и вот эти все так называемые вожди государства, да, или так называемые президенты, это и есть иллюстрация авторитарного принципа, которым руководствуется человек, да, идентифицируя себя с некой группой людей, ощущая свою сопричастность к чему-то большему, чем он сам.